Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание 7 сентября 2021 года и уделим внимание народному календарю, поговорим о народных приметах, о ритуалах, о практиках на этот день. И сегодня же в этом видео мы уделим внимание и лунному календарю. Также поговорим о новолунии в знаке зодиака Дева, что нас ожидать, чего опасаться и каким знаком зодиака нужно быть осторожными. Друзья, обращаем ваше внимание, что у нас будет это видео с помощью тайм-кодов. То есть вы можете мышкой или на мобильном телефоне нажать на ползунок и увидеть разграничение. То есть таким образом вы сможете, если вам что-либо, допустим, очень важно народные приметы или лунный календарь, то есть вы можете посмотреть или одну часть видео, или вторую часть видео. Итак, друзья, с вами начнем прямо с народного календаря на 7 сентября. Итак, 7 сентября по народному календарю у нас Варфоломей и Листопадник, то есть день Варфоломея, Тита, Листопадника. А вот согласно церковному календарю, верующие в этот день вспоминают апостола Тита Критского, а также проповедника и апостола Варфоломея. В народе по традиции народного календаря 7 сентября именно отмечают листопадник, поскольку с сегодняшнего дня начинают активно опадать листья. Как давно приметили крестьяне, с этого дня и начиналась грибная пора. Поэтому женщины отправлялись как можно раньше в лес, чтобы насобирать побольше. Детей с собой не брали, поскольку была народная примета, что именно 7 сентября леший может ребенка в чащу увести. Во время сбора грибов внимательно смотрели под ноги, потому что по поверью, кто в этот день Варфоломея мухомор раздавит, тот того лесной хозяин леший накажет. На ужин в каждом доме в этот вечер была жареная картошечка с грибами. К тому же Варфоломеев день считался последним, когда грибы годились для засолки. По поверью, все собранные после 7 сентября можно было употреблять, лишь пожарив или отварив. Даже существовала одна народная традиция, что на Тита Листопадника заговаривать чайный гриб нужно было, чтобы он помог в исполнении задуманного. Вставали с первыми лучами солнца и шептали на банку с грибом свое желание. И вскоре такое желание воплощалось в жизнь. Поэтому, если у вас есть грибы в банке, вы также можете провести эту простую практику. 7 сентября люди занимались сельскохозяйственными работами. Молотили зерно, сеяли озимые, собирали в садах груши, а также заготавливали на зиму рябину. Ягодки необходимо было собирать в сухой и погожий день, до первых заморозков, иначе рябина потеряет свои полезные качества, и ее обязательно сегодня сушили. Наблюдали в день Варфоломея за тем, как падают листья. Если вверх лицом, то приближаются холода, а зимой ожидаются суровые морозы. И наоборот была народная примета, что погода еще будет долго радовать теплом. Считалось в народе, что день 7 сентября идеален для поездок и крупных покупок. А вот начало строительства дома лучше было отложить, так как такое здание будет недолговечным. Если сегодня был погожий день, то многие ходили к знахарям и просили у них помощи в разных вопросах. Проводить магические обряды во время дождя не рекомендовалось, поскольку осадки все действия знающих людей смоют, и никакого эффекта от ритуалов просто не будет. Также крестьяне знали, что если на Тита Листопадника с позаранку умыться водой, в которой лежала серебряная ложка, то весь год будет бодрым и здоровым. Вечером с этой же целью рекомендовалось посетить баню, где нужно было попариться дубовым веником. А вот 7 сентября торговые люди, купцы проводили различные ритуалы, обряды, читали определенные слова на удачу и успех в торговле, а также помощь в торговых делах.
Но сегодня, 7 сентября, есть запрещающие приметы, которые напоминают нам о том, что нельзя делать 7 сентября. Дело в том, что по народным приметам именно с этого дня начинается грибная пора. Из тита листопадника крестьяне традиционно начинали ходить в лес за грибами. Однако делать это разрешалось не всем. 7 сентября нельзя брать с собой в лес маленьких детей. По народной примете пойти в этот день в лес с ребенком значит вернуться без него. Наши предки верили, что в день тита листопадника малыша может леший в чащу незаметно увести. Поэтому и оставляли 7 сентября детей дома под присмотром пожилых домочадцев. Находясь в лесу, в этот день очень важно было помнить одну народную примету, что ни в коем случае нельзя 7 сентября не только трогать мухоморы, но и сбивать эти ядовитые грибы палкой или ногой. Как считали наши предки, того, кто нарушит этот запрет, обязательно леший накажет. Ведет в глухую чащу так, что выбраться оттуда будет невозможно. По народным приметам 7 сентября нельзя было заниматься и строительством, поскольку была вероятность получить травму. Кроме того, согласно поверью, дом, построенный в этот день, долго не простоит. Нельзя было и 7 сентября готовить что-либо из муки. Тот, кто ослушается этого запрета, в будущем столкнется с денежными проблемами, а также неприятностями в бизнесе. Наши предки верили, что в день 7 сентября очень хорошо загадывать желания, но делать нужно было это особенным образом. Чтобы сбылось задуманное, нужно 7 сентября встать и нужно было заговорить именно чайный гриб. Как мы уже говорили, нужно было нашептать на него свое самое заветное желание и 3 раза погладить банку. Далее, друзья, мы с вами поговорим по лунному календарю. Что же нас ждет с вами по лунному календарю 7 сентября? Итак, обращаем ваше внимание, что 7 сентября у нас новая луна. И новолуние, обращаем ваше внимание, будет в 3 часа 52 минуты по московскому времени. И это уже будет луна в знаке зодиака Дева. Вы, конечно, спросите, а чем же интересно это новолуние? Дело в том, что уникальность данного небесного события будет заключаться именно в особенностях аспектов небесных тел, которые позволят всем без исключения воплотить в реальность свои самые заветные желания и заветные мечты. Благодаря тому, что все складывается достаточно удачно, получится это сделать очень просто и без особых усилий. В это время, именно 7 сентября, многим людям покажется, что на них падает манна небесная, и вы сможете себя почувствовать по-настоящему счастливыми людьми. Однако минус такого состояния в том, что люди полностью расслабляются и уповают только на одну судьбу. Также у людей может потеряться мотивация к саморазвитию и росту, а стремление к еще большему и лучшему. Поэтому, пожалуйста, 7 сентября в новолуние, да еще и в знаке зодиака Дева, помогите судьбе и приложите все усилия к собственному успеху, ведь он может быть еще более ощутимым. Но обращаем ваше внимание на новолуние, и у нас может быть упадок сил и энергии в период этой фазы Луны. Луна обновляется и практически никак нам не помогает. То есть у людей нет подпитки. Но силу она начнет набирать только уже на следующий лунный день. Поэтому день новолуния 7 сентября рекомендуется провести размеренно и без какой-либо излишней инициативности и без каких-либо физических нагрузок, если такое возможно. Лучше всего, если вы проведете этот день в одиночестве, например, пересматривая свои планы, подводя итоги проделанной работы, а также постарайтесь расставить приоритеты и наметить направление для будущего движения.
Только, пожалуйста, рабочими планами не ограничивайтесь. Ведь еще одна не менее важная сторона нашей жизни – это наши с вами личные взаимоотношения. Поэтому обязательно проанализируйте их и объективно, и обязательно со стороны. Обращаем ваше внимание, что новолуние в Деве позволит каждому из нас вывести отношения с окружающими, в том числе и с нашими родными, и с близкими людьми, на качественно новый уровень, восстановив между нами всеми абсолютную гармонию и взаимопонимание. И, что немаловажно, именно это новолуние, которое нас всех ожидает 7 сентября, поможет нам настроиться на какие-то новые шансы, возможности. Каждый из нас может изменить даже в себе какие-то черты характера, которые вам самим не нравятся, а также вы можете сами себя запрограммировать на важные перемены в жизни. Главное, 7 сентября ничего не бойтесь, особенно ничего нового, и уверенно двигайтесь навстречу. Научитесь в это время доверять и помогать своей судьбе. Обращаем ваше внимание, что у нас новолуние пройдет 7 сентября, а это у нас семерка. Это число в ряду простых чисел, которое в себе объединяет тройку и четверку. А это придает энергетике семерки способность стремиться, познавать что-то новое, обмениваться информацией и энергией. Это у нас за это отвечает тройка. Но не отрываясь от того, что уже достигнуто и считается традиционным и приемлемым, это у нас четверка. И семерку таким образом мы с вами можем сопоставить с таким понятием, как наука, как стремление развивать то, что уже у нас наработано. То есть и на базе прошлых достижений и установленной стабильности, это у нас четверка, есть перспектива нового развития, это тройка. Семиконечная звезда – это фигура, как мы все знаем, созданная в объеме путем соединения 7 точек. Она очень сложна для восприятия, но имеет отношение к 7 видимым планетам Солнечной системы. И мы знаем, что есть 7 нот, 7 дней недели, 7 основных цветовых оттенков, можно говорить много чего. Но ключевые слова будут здесь: изобретение, перемещение на большие расстояния и возможность побывать даже за границей. Но главное благоприятное значение именно числа 7 – это умение думать по-настоящему. То есть мы ставим 7 сентября перед собой некий вопрос, а затем, используя логику, эрудицию и проницательность, находим ответ. А так как новолуние у нас в знаке зодиака Дева, то у нас работает очень хорошо интеллект, логика, практические знания. Поэтому число 7 сентября – это те вибрации человека-мастера, который все умеет и достигает всего именно так, как он задумал. Именно поэтому благоприятно будут новолуния 7 сентября для представителей следующих земных знаков зодиака. Это Дева, это Козерог и Телец. В вашей жизни могут произойти конструктивные перемены. Вы сможете начать многое с чистого листа. Некоторые ваши желания будут даже реализованы в самое ближайшее время. И вы сможете вплотную приблизиться к воплощению вашей мечты. Произойдет осознание по многим жизненным вопросам. Вы почувствуете, что качество вашей жизни значительно улучшилось. А вот период от новолуния 7 сентября до полнолуния 21 сентября удачный период будет для раков и скорпионов. Порядок в делах, во взаимоотношениях будет способствовать гармоничному внутреннему состоянию. Активизируется ваш интеллектуальный и творческий потенциал. В профессиональной сфере для вас откроются новые перспективы. Если вы давно ожидаете повышения в должности или прибавки к зарплате, то, скорее всего, это произойдет уже в сентябре 2021 года. А вот представители знака зодиака Рыбы встанут перед выбором. Почему? Дело в том, что у них оппозиция новолуния к Солнцу призывает вас к компромиссу, к принятию точки зрения партнера. И вам нужно будет, уважаемые рыбы, подстраиваться, жертвовать своими интересами.
Но только благодаря окружающим людям вы сможете удержаться на плаву, подготовить плацдарм для дальнейших успехов. И очень скоро наступит праздник в вашей жизни. Юпитер, планета большого счастья в астрологии, почти весь 2022 год будет двигаться по вашему знаку, уважаемые рыбы. А значит, везение и удача очень скоро вам улыбнется. Напряжение будут испытывать в новолуние близнецы и стрельцы. Стычки с начальством вам могут испортить карьеру. Рабочий процесс вас 7 сентября и 8 будет сопровождаться ссорами, недовольством, различными затруднениями и, возможно, даже препятствиями. Неблагоприятный период для решения проблем как партнерских, так и семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Тем не менее, если вам удастся усмирить свои эмоции и контролировать высказывания, то вы сможете, уважаемые близнецы и стрельцы, добиться результатов даже в ближайшие 2 недели. А вот для весов, львов, водолеев и овнов это будет нейтральный период. Поэтому прислушайтесь к своему сердцу и улучшайте качество своей жизни. Возможно, уважаемые наши знаки, некоторые промедления, колебания ситуации в ту или иную сторону. Но в целом фон событий до полнолуния у вас будет намного спокойнее. Учитывайте рекомендации о транзитах Венеры по весам и Скорпиону. А также, друзья, будьте внимательны и осторожны. Вот, друзья, мы с вами хотели поделиться вот информацией касательно 7 сентября. Загадывайте желания, планируйте дела. И, как вы видите, новолуние будет достаточно в интересном расположении по отношению и к звездам, и к планетам. А, соответственно, будет достаточно много интересной информации. Будут открываться новые какие-то тайны. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Ну, а мы всем вам желаем мира, изобилия, достатка. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся в следующем видео.